Сегодня 31 января 2026 года, и всем привет из очень заснеженной Одессы. В этом году зима разыгралась не на шутку. С одной стороны, вроде бы как и радость, снег пошел, кстати, достаточно высокий, посмотрите. Но с другой стороны, это создает лишние проблемы для одесситов. Привет, привет! У нас сейчас такая ситуация сложилась. Знаете, когда-то фильм был с Ди Каприо, назывался «Выживший». Кстати, Ди Каприо за него получил, по-моему, свой первый Оскар. Так у нас сейчас то же самое, знаете. Вот просто фильм «Выживший». У нас просто как ни одно, так другое. То снег, то морозы, то отключение света, то обстрелы и еще много всего другого. К нам идут сильнейшие морозы. Ой, вы не представляете, как скользко, снег, гололед. Надо быть очень внимательным, все подскальзываются. У нас только что написали в новостях, что частичный блэкаут в Украине. Многие регионы остаются сейчас без электроэнергии, и даже в Молдове нету света. Какая-то поломка где-то, что-то произошло. У меня лично света нету уже 1,5 дня, и отключили даже отопление. Это просто катастрофа, это какой-то ужас. У нас все время что-то новое происходит. Уже разряжаются все пауэрбанки, все разряжается. Даже не знаю, что мы будем делать дальше и когда ликвидируют поломку. Но если отключение электроэнергии еще как-то можно пережить, то вот идут сильнейшие морозы. В Одесской области обещают до -18. А у нас ночью отключили отопление. Конечно, в каждом доме, в каждом районе города своя ситуация. У некоторых людей вообще по несколько дней нету электроэнергии. Люди перекрывают сейчас дороги. Ой, службы делают все возможное, чтобы ликвидировать последствия. Но, наверное, поломки действительно очень сильные, потому что все эти вопросы быстро решить нельзя. Хочу вас поблагодарить за все комментарии, что вы нам пишете. Спасибо большое, очень-очень приятно нам. Мы все читаем, но, к сожалению, не можем ответить, потому что нету света и очень плохой интернет. И просто эти комментарии не отсылаются. Все гудит, вижу ветки лежат, не знаю, это после обледенения или просто их подрезали. Говорят, что в Одесской области сложнейшая ситуация. Получилось как, вчера шел целый день дождь. Я вчера вот даже в центре вам видео показывала. Был дождь практически все время. И ночью морозы ударили, и все это начало замерзать, получилось обледенение и оборвало провода по всей области. Видите, какие ветки лежат? Я так понимаю, это падали просто они от обледенения. Вот букеты валяются, ветер сильный. И вот такая вот ситуация сложилась у нас сейчас из-за погодных условий. Блэкаут только в Одессе со вчерашнего дня. Но, оказывается, многие регионы Украины и даже Молдова сегодня страдают. Но есть у нас и хорошие новости, и они заключаются в том, что сегодня у нас хоть не было обстрелов. Была тихая, спокойная ночь, без тревог и без дронов. Это уже не может не радовать. Люди покупают кофе, греются. Ой, сочувствую всем, у кого весь дом на электроэнергии держится, у кого электроплиты, потому что это что-то невероятное. У кого есть газ, еще как-то может это пережить, а у кого все на электрике, вы даже не представляете, как это все сложно. Я так понимаю, сегодня счастье в основном у детей. Люди с санками приехали в Парк Победы для того, чтобы покатать, повеселить своих детей. Сегодня выходной. Уже каждый раз сюда приезжаю, а голубей здесь становится в разы больше. Сегодня суббота. Люди немножко вышли насладиться зимой. Все равно дома нечего делать. Нельзя ни попылесосить, ни погладить, ни постирать, ни приготовить еду. Катаются детки далеко. Папы сегодня в пределе.
Сейчас в Одессе минус 5 мороза, к ночи температура понизится, но в прогнозе пишут по ощущениям минус 15. И хочу сказать, что не ошибаются, реально по ощущениям минус 15. Я сняла перчатку, в руках держу телефон, просто 5 минут его подержала, и пальцы, знаете, вот как телефон держала, так они и примерзли. Действительно очень холодно. Знаю, службы делают все возможное, чтобы вернуть тепло в квартиры одесситов и украинцев. Очень надеемся, что это будет скоро, потому что люди реально могут замерзать в такую погоду. Скажу вам честно, я бы сама была не против, чтобы меня кто-то допокатал на санках. Так, подхожу к озеру в парке Победы. Вижу, оно покрывается льдом. Но уверена, лед еще тоненький. Ой, посмотрите, озеро даже замело снегом. И сейчас нужно предупредить обязательно своих детей, что в такую погоду по озеру ходить нельзя. Можно провалиться. Сейчас вода ледяная. Это даже опасно для жизни. В прошлом году уже были случаи, когда детей доставали из воды. Поэтому и взрослые, и дети, примите во внимание, по парку Победы, по озеру ходить точно нельзя. Хотя оно кажется на вид, что замерзло. Видите, лед кажется достаточно толстым, но думаю, он еще хрупкий. Самые счастливые, конечно, дети. В парке Победы есть горки. Каждый год, если есть возможность, если есть снег, если есть санки, дети приходят сюда и здесь катаются. Но я не буду к ним ходить, потому что я спешу, ну и холодно. Им-то горячо, а мне вот холодно. Боже, такой ветер сорвался. Просто в считанные минуты. Говорю же, как в фильме «Выживший». Как не одно добивает, так другое. Теплые напитки сейчас пользуются популярностью. Видите, уже образовывается очередь. Я думаю, к вечеру больше людей выйдет кататься на санках, гулять, потому что такая погода бывает редко. И все в основном хотят поразвлекать своих детей. Вижу, у многих попримерзали дворники. Люди просто пытаются их отковырять. Вижу, у многих попримерзали дворники. Люди просто пытаются их отковырять от стекла. Ой, да, вот снежками люди играют. Класс. Вообще такая атмосфера, знаете, рождественская, новогодняя. Хотя Новый год был месяц назад. Ой, и все это было бы весело, если бы не было так грустно. Класс. С папой всегда лучше развлекаться, чем с мамой. Веселее. Горки замерзли, на горках лед. Дети катаются, и скорость, видите, в 5 раз больше, чем на обычном. Люди заботятся о птичках. Смотрите, здесь семена какие-то есть, крошки, чтобы птички в такой холод не мерзли. Смотрите, ягоды со льдом. Юга такая красивая, немножко экзотики. Мы же все-таки южный город.